Всем привет! В этом видео я расскажу о пробойниках, которые использую в работе, расскажу, почему выбрал именно их, и в конце видео покажу сам принцип создания седельного шва, то, как это делаю я. Пробойников для пробития отверстий под шов достаточно много различных. Есть с прямым зубом, с косым, с круглым зубом. Есть пробойники под так называемый французский шов. Часто мастера используют шило для этих целей со специальным разметчиком. Некоторые делают пробойники в домашних условиях, там из вилок, допустим. Вот. Очень большой выбор, и значит, как я для себя определился со своим набором. Варианты не рассматривал с шилом и с тем, чтобы делать в домашних условиях пробойники. Мне не понравился сам принцип работы, и зачастую результат он не такой, который бы я хотел видеть в своих работах. Поэтому эти варианты я как бы отложил. Рассматривал два основных вида пробойников, которые зачастую используются мастерами при создании шов. Это пробойники такие вот с ромбовидным зубом и с круглым зубом. Первое, что я себе приобрел, это вот такой набор с ромбовидным зубом. Покупал его с той мыслью, что это довольно бюджетный вариант, и я еще не понимал, получится у меня, допустим, работать с кожей, не получится, смогу ли я шить. И вот этот вот вариант, он как бы немножко меня страховал, потому что я понимал, что если у меня ничего не получится, то как бы затраты на эту пробу будут минимальны. В общем, я взял вот такой вот набор, приобрел себе и уже делал первые швы, пытался шить вот им такие накладки. Так, потом, значит, я уже определился с тем, что все-таки, наверное, буду продолжать это дело. И, конечно же, мое внимание привлекли работы мастеров, которые шьют, создают шов. Вот с такими пробойниками с круглым зубом. Мне очень понравились результат работы, сам шов, как стежки ложатся, в общем, как это выглядит на изделиях. Это не дешевые, так сказать, по сравнению с остальными пробойники, но я решил сразу их взять себе, чтобы не экспериментировать. Понимал, что в будущем все равно придется мне их покупать. Вот, поэтому приобрел себе вот такой вот набор из 3 пробойников. И до этих пор работаю вот ими, создаю свои изделия, прошиваю с помощью данного пробойника. Хочется остановиться на том моменте, как же правильно выбрать себе пробойник для работы. В общем, по каким параметрам обычно выбирают пробойники. Ну, первое, это, как я уже сказал, у каждого пробойника есть разная форма зуба. Круглая, вот здесь ромбовидная, плоские они бывают. От этого зависит и сама форма отверстия, которую они пробивают, и потом уже как будет ложиться шов, то есть какую он будет иметь форму и как он будет выглядеть на изделиях. То есть это первое.
много есть примеров, то есть можно определиться для себя, какой хотелось бы шов, и уже тогда выбирать вот именно по форме зуба себе пробойники. Это первое. Второе, параметр, по которому выбирают пробойники, это расстояние между зубьями. Обычно пишут расстояние между зубьями там 4 мм, 5, если увидел 8 мм. То есть, но для себя я как бы не понимал, какое именно расстояние учитывать вот между зубьями, между вот этими вот двумя плоскостями или между вот этими двумя вершинами. Значит, потом купил, это все измерил, и получается, что пробойники, значит, при выборе учитывается вот это вот расстояние между вершинами зубьев. В данном случае это пробойник с расстоянием 4 мм между зубьями. То есть вот это расстояние между этой вершиной и этой будет 4 мм. Сам зуб, он немного шире, и получается, что вот это вот расстояние между этими двумя плоскостями, оно будет меньше где-то 3 мм. И это нужно учитывать при выборе, потому что само расстояние между отверстиями, оно будет где-то 3 мм. То есть шов будет достаточно мелкий. Вот. Такие пробойники, ну, я думаю, их можно использовать, к примеру, при создании ремешка для часов, таких каких-то мелких изделий. И уверен, там они будут выглядеть как раз, ну, вот этот вот шов будет выглядеть гармонично и красиво будет вписываться в изделие. То есть, чем больше изделия, мне кажется, тем нужно шаг немного шире. Вот. С этим пробойником та же ситуация, то есть вот здесь получается расстояние между этими центрами отверстий, между центрами зубьев 5 миллиметров. Вот. И здесь еще такой момент. В общем, в моей работе я для себя определился, что для меня 5 миллиметров это самый оптимальный вариант. Сейчас объясню на простом примере, почему так. Все изделия, которые я шью, их размеры обычно кратны 5. К примеру, вот эта обложка, допустим, там 240 миллиметров, высота, к примеру, 90. Вот. И зачастую возникают сложности вот здесь в пробитии, допустим, если мы шьем кошелек, в пробитии вот этих вот отверстий, именно когда мы вшиваем несколько кармашков. Я в своих кошельках оставляю вот здесь, допустим, сантиметр, да, вот эти вот, как сказать, в общем, сам кармашек, вот здесь вот такой вырез, вот эти вот стороны. Здесь где-то сантиметр или 1,5 я оставляю, то есть кратное 5. Получается, тогда не возникает проблем при пробитии, так как у пробойника расстояние между зубьями, вот, его хватает, чтобы пробить, получается, сразу несколько кармашков и на одинаковом расстоянии. То есть выходит, что когда мы пробиваем, у нас вот эти вот как бы расстояния и сам шов, он будет распределяться более равномерно. Отверстия под шов будут распределяться равномерно. И не нужно, допустим, вот здесь там делать отступы, к примеру, тут по 5 миллиметров, дальше идет там по 4 миллиметра или, к примеру, там по 6 миллиметров есть пробойники. То есть здесь меньше будет расстояние между отверстиями, чтобы сделать вот здесь красивый шов, здесь будет больше, то есть этого не нужно. Если вы в своих изделиях тоже используете, к примеру, вот эти вот как бы размеры сторон кратные 5, то я уверен, что он подойдет
такой вот пробойник 5-миллиметровый, что им довольно удобно работать. Вот мы делаем разметку и пробиваем уже по этим швам. То есть не нужно делать лишних, там, угадывать каких-то отверстий. То же самое, если мы, допустим, здесь сделали разметку такую, то и уже саму обложку мы тоже также пробиваем, и там не нужно будет угадывать, где мы там сделали расстояние между отверстиями 4 миллиметра с этой стороны, допустим, а дальше и шли там 5 миллиметров или 6 там вот. То есть в этом плане работа упрощается, поэтому правильно выбрать себе пробойники достаточно важно. Есть пробойники 6-миллиметровые, можно делать как бы, лекала под свои изделия с размерами сторон кратными 6, и можно пробивать тогда 6-миллиметровыми. Вот. Но это то, как в принципе я мыслю, и так работает. Сидельного шва я использую, в принципе, вот весь инструмент, который сейчас есть на экране. Плюс еще такую вот зажигалку. Первое, что мы делаем, в общем, берем, допустим, кусок кожи, который нам нужно прошить, или, допустим, 2 склеенных. Я на таком простом примере сегодня покажу. Выставляем нужное расстояние, к примеру, от края, допустим, в данном случае пусть будет там, сантиметр. Вот, выставили. Такой есть циркуль для разметки, тоже купил. Вот, и упираюсь в край, проводим линию. Вот получается у нас линия. По этой линии мы уже делаем разметку для самого шва. То есть как это все делается. Я разметку делаю, просто продавливая значит, пробойником, и потом вот так вот устанавливая на последнее отверстие, делаю последующее. По итогу получается такая вот линия шва с отверстием, как бы с намеченными вот, точками под отверстие. И дальше уже устанавливаю пробойник по этой разметке, делаем пробой. После пробивания я просто сейчас этого показывать не буду, как пробиваю, потому что уже достаточно поздно. Не хочется будить соседей. В общем, получается вот такой вот ряд отверстий после пробивания. И уже после этого мы устанавливаем нашу кожу, к примеру, в пони для сидельного шва. Вот, и начинаем шить. Сейчас я это покажу. В общем, зажимаем нашу кожу в пони. Вот, потом берем иголки. Вот они у меня всегда остаются с ниткой. Такие еще. Просто для удобства всем рекомендую такие ножнички. В общем, с их помощью удобно удалять нитку с иголки. Вот просто обрезаю. Так. Потом есть вот у меня такая нитка,
купил большую катушку, потому что часто использую этот цвет в работе. Значит, сколько нитки нужно на шов. Допустим, если вот кожа толстая, в данном случае 3 или 3,5 мм, то я стараюсь брать где-то 3 длины, 3, там можно 4, если так, чтобы не экономить и чтобы 100% нитки хватило. То есть берем 3 длины вот самой заготовки, потом эту нитку что-то продеваю я, значит, нитку вот продели. То есть я не продеваю, вот как бывает, там очень много там нитки оставляют. И продеваю там, допустим, сантиметр или 1,5 от кончика нитки, я ее прокалываю. Делаю вот так вот, затягиваю и потом немножко обжигаю этот край. Вот этот как раз момент и не даст распуститься нашей нитке. То же самое проделаем со вторым кончиком нитки, со второй иглой. Вот, все, у нас игла готова, нитка, и начинаем сшивать. Шью я обычно на себя, то есть первое, продеваем иглу в отверстие, вот, и начинаем. В общем, я начинаю с лицевой стороны, провожу и запускаю нить вперед, и вторую вот вывожу сюда. Потом первый стежок я их равняю, вот, поравняли, натянули, чтобы они были одинаковы с каждой стороны, затянули и продолжаем в том же духе. То есть первая заходит, и ее пускаем вперед. И вот так вот. Сейчас покажу чуть ближе. Есть еще, завязывают как-то узлы, обматывают иглы. Я делаю довольно такой простой вариант, самый стандартный. Вот. Запускаем, пускаем оттуда. И так весь шов. Значит, еще есть, чтобы, допустим, можно было как-то ускориться, что бывает такое, что нужно прошить там ремень 1,20 м с двух сторон, да. Я еще применяю такой вот вариант, допустим, шью также, но не затягиваю. Не затягиваю каждый стежок. Просто вот нашиваю. Там, допустим, 3 стежка. И только потом эти 3 стежка затягиваю. То есть экономится время немножко. Но я бы не рекомендовал такой способ. Если очень большое изделие, то нитки просто к концу изделия они протираются. Поэтому если есть у вас время, то лучше каждый стежок затягивать. Вот, в общем, выходит
выходит вот такой вот результат. И потом, как я заканчиваю шов, значит, продеваю, допустим, у нас отверстие с лицевой стороны. Я делаю несколько обратных швов. Вот. Ну, здесь я покажу просто на одном. Или лучше давайте покажу весь процесс. В общем, шью обратно. Один делаем такой обратный шов. То есть я делаю где-то 3 обратных стежка. Таким вот образом. Так. Ну, это, конечно, все зажато. Просто должно быть. И последний стежок. Вот мы заводим эту нить. Она получается у нас обе нити с этой стороны. Обрезаем. Вот мы обрезали. Остаются такие 2 усика. Вот. И запаиваем их. Получается, у нас лицевая сторона выглядит вот так. Обратная. Такая вот запаянная. Перед записью видео прошил вот такую вот заготовку ременной полосы. Значит, с 2 сторон. Верхний шов — это сидельный шов с использованием пробойника с круглым зубом, шаг 5 мм. Такой шов я использую во всех своих изделиях. Вот. И нижний шов с использованием пробойника ромбовидного с шагом 4 мм. Так вот они выглядят. В принципе, я думаю, можно определиться с тем, какой шов, допустим, вам нравится, каким бы вы хотели прошивать свои изделия, и уже от этого отталкиваться можно выбрать тот пробойник, который стоит покупать для работы. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.